Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками и нашими встречами с Павлом Щелиным. И как приятно, что не в прямом эфире, значит больше общения с вами, уважаемая аудитория. Павел, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Александр. Как всегда, рад вас видеть. Да, взаимно. Друзья, очень рады нашему общению, очень рады тому, что вы как бы номер один в этих разговорах, когда мы именно в прямом эфире как бы пытаемся осветить, понять, да, что вообще происходит с очень острыми политическими событиями. Знаем, что Павел очень скептически не любит вот эту актуалку, но мы с места и в карьер, потому что в прямом эфире будем подводить под философские трактовки того или иного события актуального, вообще тенденции, которые мы можем видеть и прочертить. QR-код, который видите на экране, возможно задать вопросы. С этих вопросов начнем сессию вопросов и ответов в конце. Также клуб зрителей «Шелест» в телеграм-канале, возможность задать вопросы, естественно, сообщество YouTube. Подписывайтесь на Павла Щелина, Patreon, YouTube, все в описании. И если даже смотрите вы этот ролик у Павла вот не в прямом эфире, все равно напишите хороший, добрый комментарий и поставьте лайк. Это очень полезно. Начнем мы наш сегодняшний разговор вот с такого вопроса. Значит, заставит ли Трамп пойти на сделку Зеленского? Однозначно да. Нет, Зеленский упрется до конца. Да, но Трампа обманут. Нет, Трампа ждет тропа войны, то есть переменят самого Трампа, и он уже откажется от идеи мира, что, собственно, мы наблюдаем. Вопрос родился не на пустом месте, потому что сейчас вот, да, активно раздают интервью. Собственно, Зеленский в Sky News нарезал, что надо делать Трампу. В общем, смелости набраться и вводить санкции, в общем, помогать. Ну, а Трамп говорит, рано или как бы Зеленский должен подписать сделку. И вообще, я буду сидеть за столом с Путиным и Зеленским, они, мол, так друг друга ненавидят. Что скажете по поводу опроса и вообще нового витка вот этого шоу «А давайте встретимся, поговорим»? Еще раз приветствую, Александр, приветствую, уважаемые зрители. Ключевое слово вы сказали – шоу. Это действительно шоу, ничего кроме шоу в этом нет. Главную сделку в своей жизни, я думаю, Владимир Александрович Зеленский уже давно подписал. Такие сделки кровью обычно подписываются. Вот. И что касательно всех разговоров Трампа о том, что он сейчас там всех заставит подписать сделки, ну, мы видели, как он подписывает эти сделки. В общем, не раньше, чем рак на горе свистнет, и Земля налетит на небесную ось. Можем пообсуждать что-то более интересное, более важные вопросы, связанные именно с тем причинами, почему это все невозможно. И меня здесь как раз более важно интересует не вопрос Зеленского, а вопрос в целом надежды украинцев вне зависимости от того, поддерживают они Зеленского, оппозиционеры они Зеленскому, под санкциями они Зеленскому, под юридическим преследованием они от Зеленского на сделку как таковую. Проблема заключается в том, вот если как бы есть надежда выжить, ну и личная, уж тем более какая-то коллективная, пора понять, никакой сделки невозможно. Вот принципиальный момент. Потому что, ну, по крайней мере, в украинском моем понимании. Повторюсь, настоящая сделка всегда строится по двум параметрам. Один в ней дурак, другой в ней подлец. Это необходимое условие для любой сделки. Еще раз, это ее принципиальное условие. И вот я понимаю то, что почти все ваши спикеры полагают, что дураком будет, как всегда, Россия. Но, что говорится, не до такой же уж степени. Но нельзя же так бесталанно-то разводить. Есть минимальные требования, которые, повторюсь, мы уже их проходили 100 раз, изложены в июньском ультиматуме, 4 области плюс Крым, полное условие Стамбульского пакета, никакая не просто нейтралитет, а реальная демилитаризация, разоружение, полный блок, по сути, на развитие военной промышленности и размещение иностранных войск. И все вот эти надежды, давайте мы сейчас хитренько сядем где-нибудь, потом через Китай Россию обманем, через Индию Россию обманем. Ну, понимаете, с такими, как бы, если уж планируете, то не говорите публично, а то, что как бы совсем уж как-то смешно получается. Я уже молчу про все эти промежуточные варианты, рассказы о том, какие огромные уступки нам сейчас тут отвалит Путин, потому что Трамп на него надавит, а мы тут сделаем красивые глаза.
Я очень часто слышу среди украинских спикеров аргументы уровня, ну вот, условно, как бы Путин же надо понимать символический капитал украинцев, и надо, в общем, понимать, как они символически ранимы, и как надо на них символически воздействовать, надо уважать нашу достоинство и гидность. Ну, логика звучит примерно так. Ну, вот англосаксы научились с этими питбанками и крипаками через гидность манипулировать. Давайте мы сейчас за ваши деньги тоже поманипулируем этим, не понимая, что для России это вопрос изменился. То есть я просто объясню философскую посылку, на которой вся эта стоит надежда на сделку со стороны украинского, скажем так, мировоззрения, чего они не понимают в контрагенте. Все позиции украинцев строятся на двух посылках. Посылка первая о том, что Россия должна испытывать чувство вины за агрессию. Ну, Россия агрессор, поэтому она должна испытывать чувство вины. Мы трансформируем это чувство вины в моральный капитал. Я сейчас не говорю даже агрессор для России, там, или правильно ли эта позиция. Я пытаюсь донести простой факт. Россия себя агрессором не считает. Этот аргумент на всех переговорах работать не будет. Россия себя агрессором не считает. Нравится вам это, не нравится вам это. Испытываете ли вы по этому чувству моральный дискомфорт или обиду? Не считает и не чувствует. Это вот первый фундаментальный факт, который она искренне считает, что в оборонительном положении находится она. Эту войну развязали против нее. Эту войну ее заставили вести. Именно поэтому за эту войну она будет получать свои, скажем так, те требования Стамбульского ультиматума территориально, она воспринимает вполне как спокойную, независимую и очень умеренную контрибуцию за все те неприятные события, в которых ей пришлось участвовать последние 3 года. И это первый очень важный момент. Повторюсь, вам нужно понимать не как вы думаете, ваш оппонент думает, а как он реально думает, чтобы оценивать горизонты возможного. Так вот, Россия это скажем так, надежда на моральные чувства вины, попытки давить на то, что там, а вот вы воюете как неправильная империя, а вот если бы вы были правильной империей, вы бы компенсации выплачивали, прочие рассказы, бьются, еще в теории можно было бы о них порассуждать, но все они бьются простым аргументом из 4 букв под названием «газа», который кроется другим аргументом под названием «Мариуполь». Можете посмотреть на «Газу», можете посмотреть на Мариуполь. После чего вопросы о том, чувствует ли Россия хоть какую-то вину за что-то, ну вот, скажем так, чувствует и будет чувствовать. И Историосовский, когда мы, может быть, к концу передачи об этом поговорим, мы к этому придем. Но не перед государством Украина, не перед украинством как идеология, и не перед своим врагом. Вот это точная принципиальная разница. Так, а Что кто я имею в враг? виду, кстати, враг тот, кто взял оружие. Очень простой аргумент. Ну, то есть, враги на нескольких уровнях. То есть, недавно у вас все-таки высказали важную мысль о том, что даже Песков, ну, это, конечно, у них параллель тоже такая биполярчика об этом дальше, но то, что Россия воюет с НАТО. Так что у нас теперь НАТО, у России враг. Но на конкретном уровне то враг тот, кто взял оружие и сделал. То есть, понимаете, очень важный момент. То, что вы сделали себя биодроном в руках НАТО, не снимает ответственности. То есть, то, что вас обманули, не снимает ответственность, что вы обманулись. И вот за это как бы никакого морального превосходства статус биодрона не дает. Повторюсь, все попытки, я подчеркнул, оппозиционных украинских политиков строить вот эти прожекты, как я буду разговаривать с Путиным, они все упираются в чувство морального превосходства меня в этом разговоре с Путиным. Вот я просто подчеркиваю, что это не работает. Причем это не работает чисто фактологически. Повторюсь, даже на таких, условно, как вопросы, как компенсация собственности, восстановление там всяких ущерба людям. И очень просто. У России позиция понятна. Тем, кто свяжет свою судьбу с Россией, она все восстановит. А вот тем, кто будет жить дальше в антироссии, ничего восстанавливать никто не будет. То есть, простыми словами, если мы посмотрим на существующие правовые нормы, какие Россия применяет на своих новых областях, то там все очень четко. Восстанавливаются, компенсации выплачиваются, да, в установленном юридическом порядке. А мрия о том, что я, вы знаете, уехал с этой территории, буду теперь жить во Львове, но Россия мне заплатит компенсацию, вот это мрия. И это абсолютно не имперская политика, так себя никто не ведет, и не надо рассказывать вот эти сказки. Опять давя на какое-то чувство вины. Я уже молчу про то, что, повторюсь, все разговоры о там, разных трагедиях, collateral damage, то, что называется в английском, то есть сопутствующие потери гражданских, и уж, прости боже, какие-нибудь спецслужбистские провокации разного типа. Ну, повторюсь, это все кроется аргументом газа.
То есть, простите, но вот это все в современных условиях совсем не работает. Все-таки у вас как раз сегодня символично ООН геноцид показала. Ну, вот цивилизованный мир показал, как оно воюет. И слава богу, что Россия не воюет как цивилизованный мир. И тем не менее, несмотря на это, пытаются играть на чувство вины. Аргумент строится на игре на чувство вины. То есть, суммируя, последний, наверное, здесь аргумент. Все-таки почему подчеркиваю то, что даже я свяжу это с Трампом. Не переживайте. Не, я не То переживаю. есть, Мне просто вы зацепили очень важную тему, я вот хочу развить. хорошо. Закончите мысль, пожалуйста, да. Да. То есть, суммируя, единственный путь паттерна, через который возможно сник сделки, а к миру может быть, называется словом покаяние. То есть, перемена ума. То есть, притча о блудном сыне. Это вот очень важная притча. Но ключевая особенность этой притчи, что блудный сын возвращается и обретает жизнь без претензий на то, что ты, батя, передо мной морально виноват. Или ты мне не додал. И вообще, я и не я, и корова не моя, и вообще ничего плохого не сделал. То есть, понимаете, вот невозможно на этих трех стульях усидеть сразу. Нет. Есть еще один важный момент, который тоже украинцы не понимают, как изменилось отношение к Украине все-таки в массовом контуре российского принимающих решения. Окончательно было зацементировано суджей и всеми событиями в Курской области. То отношение к гражданским, которое было продемонстрировано там, те трупы гражданских, которые остались после отношения там, но окончательно последние аргументы о каком-то там моральном превосходстве, сняты. То есть, вы видите, что у вас получается? Один оппонент, который постоянно врет, который устроил у себя концлагерь с бусификацией, который при этом который при поведении относительно гражданских, когда у него есть возможность на оккупированных, на занятых территориях, кстати, так, нейтральный термин, в ходе военных операций, проявляет себя вполне по-израильски, если вы понимаете, о чем идет речь. И это здесь не выступает комплиментом в данном выступлении. И при этом настаивает, что мы, повторюсь, моральное превосходство, потому что мы жертвы агрессии. Опять-таки, этот аргумент, я понимаю, что это, скажем так, священная корова и камень основания всего украинского дискурса. И, допустим, можете даже считать, у меня не цель вас в нем переубедить, потому что это вопрос исключительно оценки календаря. То есть, вот в чем сразу объясню, почему не работает аргумент с агрессией. Потому что весь вопрос, откуда считать. Если считать от 24 февраля, да. Если от 14 года, нет. Если от 91-го, нет. Если с 17 века, нет. То есть, весь вопрос, с какой точки календаря мы будем считать. Вот с какой календаря будем считать, там тот тому агрессором и будет. Поэтому это никого не волнует. Главное, то есть, понять, что аргумент о вине за агрессию, он работает, если ваш оппонент эту на себя вину принимает. Но это то же самое, как обвинять мужиков в том, что они там белые расисты-шовинисты, мы видели на мигрантском марше, работает только если вы принимаете сами на себя этот аргумент. Россия не принимает. Поэтому надеяться на то, что это вот сработает, это, скажем так, ложная надежда. Суммируя, то есть мы выйдем. И я повторюсь, я сейчас рассматриваю как бы разумную, как бы другую, как бы оппозиционную Украину. И вот я показываю, что на уровне аргументов даже у них нет необходимых условий для начала разговора, который мог бы привести, в кавычках, не к сделке, повторюсь, а к миру. Что уж говорить про текущую администрацию. У них вообще билет в один конец. Понимаете? У них вообще выход из этой всей истории только вперед ногами. И поэтому мы обречены на эту воронку. То есть, пока не будет перемены ума, пока не будет осознания того, как оппонент видит мир, и признание того, что в условиях проигранной войны, вот помните, это очень... Я возвращаю вас к фундаментальной, все-таки принципиальной этической максиме вот этого украинского миросознания, которую сформулировал Владимир Зеленский на встрече с Трампом зимой этого года, что в истории есть закон, что агрессор платит всегда. Помните эту великую цитату? И на самом деле вот все сегодняшние украинские оппозиционеры и подсанкционные точно так же разделяют эту максимум. Но они забывают один простой, скажем так, факт, что такого закона в истории нет. Проигравший платит всегда. Неважно, он агрессор или обороняющийся. Проигравший платит всегда. Россия эту войну выиграла. Уже? По крайней мере. Да. Объективно, да. То есть, если смотреть на эти события. Понятно, что цыплят считают по осени. Формально, то, что формально. Мы будем ждать конца. И есть, то, что называется в английском аргументе God's hand, да, то есть, обстоятельства непреодолимого божественного вмешательства. Но если не произойдет божественного вмешательства, Россия эту войну выиграла. Главное, понятно, что чем дольше война продолжается, тем больше будет выигрыш.
Это очень принципиальный момент. То есть это исключительно вопрос времени. В И тогда в возвращаюсь. каких измерительных единицах выигрыш? Ну, в данном случае с простого территориальным. Всех же волнует территориальное приобретение. То есть, ну, вы это знаете. Это вы нормально обсуждаете с другими экспертами, простите, экспертами, которые показывают, что все разговоры о стратегическом позиционном тупике, об отсутствии продвижения, о провале наступления, это все пропагандистские фигуры. В реальности фронт спокойно, ну не спокойно, медленно, но движется на восток стабильно. Просто мы понимаем, что вопрос времени, когда это движение приобретут какой-то качественный скачок или количественный скачок. Но тем не менее движение есть. Вот это очень было смешно читать в тот день, когда Килл Келлог распинался о том, что там движение идет на 100 метров, там, или, как он скажет, идут на какие-то метры, ну, там, на одном из участков за день 5 километров. На 5 километров назад было пройдено российской армией. И такое постоянно то там, то тут где-то происходит. Поэтому, то есть этот аргумент не работает. Но это так и не важно. Понимаете, это уже аргумент совсем низкого порядка. Я все-таки вот, в принципиальной философской максиме. Платит проигравший. Если Россия добровольно на себя не принимает статус проигравшего, то все ваши аргументы о том, что агрессор должен всегда заплатить, вот для внутренней публики оставьте, но выходить с таким мироощущением на переговоры – гарантия того, что эти переговоры провалятся. Ну, поэтому они и проваливаются. Пока, повторюсь, нет перемены ума, сознания реальной картины мира, то есть как оно сейчас обстоит на самом деле, ну, мы обречены на бег по этому кругу. И тогда, разумеется, пока нету никакой даже в оппозиции перемены ума и покаяния, то, разумеется, Зеленский остается у власти. Ему это, в принципе, работает по анекдоту: папа, ты будешь меньше пить, нет, сынок, ты будешь меньше есть. Это все разговоры о том, что вот сейчас ему отрежут финансирование, и вот сейчас как он вынужденно пойдет на мир. Повторюсь, смотрите на анекдот. Но при этом все остальные участники решают свои задачи. Главная задача Трампа – это провернуть вот эту лицемерную операцию по принципу «я не я, это не моя война». У нас уже почти год президента, война по-прежнему не твоя. Ну, скажем так, по разным причинам это работает. А так он реализует вьетнамский сценарий, о котором мы с вами год назад, по-моему, ровно впервые вообще на всем русскоязычном пространстве прямо его назвали. Сейчас уже стало каким-то общим местом. Ну вот чисто по методичке человек работает. Поэтому что-то особенного Нет, это правда. И когда Зеленский там во вчерашнем вечернем обращении, да, мы сейчас в прямом эфире, он немножко позже выходит с новым, 18:24 сейчас, и когда он говорит: Трамп, ну как Пригожин это, где боеприпасы? Трамп, вот 3,5 Где санкции? миллиарда. Вот они, давай патриоты, давай пакеты, вот они денежки, вот, давай. Ну, это понятно, что я утрирую там, конечно, но вы затронули очень, очень важный вопрос. Понятно, мы с вами, это прямой эфир, но тем не менее, мы согласовывали примерно, о чем мы хотим поговорить. Есть очень серьезные глобальные мировые темы, есть там проколы геополитические Трампа лично, есть тенденции, есть, это все как бы мы включим. Но я вот хочу оттолкнуться от сказанного вами. Слушайте, сейчас выходит социология, понятно, она там проплаченная или какая-то там выкрученная, понятно, там это люди боятся говорить, это все понятно. Ну там 62% готовы украинцев терпеть войну столько, сколько нужно. Причем там до смешного доходит, 54% готовы вступить в ВСУ. Ну там ведь такой вопрос был, они так ответили, понимаете? Понятно, что это все, ну, цирк, да? Но я вижу за этим опросом не цирк, я вижу безысходность, безальтернативность этому курсу. Вы так пробросили, говорите, оппозиционеры, люди под санкциями, там какие-то те, которые борются, некоторые составляют списки, их даже озвучивают россияне, некоторые там находятся на территории России, некоторые в Штатах, некоторые Некоторые к помимо. Трампу приносят списки, да-да-да. Да, есть и все. такие, кстати. И понимаете, в чем дело? Тут возникает такой момент, очень и очень важный. Почему вот этот процесс вот этой возни, да, мы никак не можем превратить в какой-то политический процесс движения к миру? Ну, во-первых, эти все оппозиционеры между собой собачатся. Ну вот, в прямом смысле этого слова. Во-вторых, они абсолютно разные, у всех бэкграунды такие. Война не обнулила никаких там бэкграундов, никого. Всем вспоминают, что ты говорил тогда, 15 лет назад, 10 и так далее. То есть, по сути, и почему я с вами обсуждаю этот вопрос, не как примирить украинскую оппозицию, нет. А по сути, мы не видим никакого предложения людям, чтобы человек
имея вот этот смысл в голове или в сердце, или там, ну, он думает об этом, который ему предложит кто-то из политиков, такому же звонящему по опросу из КМИС сказал бы там нет, ну, нет. Хороший вопрос, Александр. Давайте прямо скажу. Главная причина, почему такого предложения нет и быть не может на данный момент, потому что ни один из этих политиков не рискнет сказать украинскому народу правду. А в деле создания ложь 95-й квартал и так, в принципе, достиг очень большого успеха, поэтому, знаете, на этом поле с ним соревноваться так себе дело. Я же поэтому так разбирал вот эти фундаментальные посылки. Ведь, по сути говоря, что предлагает вся украинская оппозиция украинскому народу? Ну, пацаны, ну на самом-то деле мы, конечно, такие же, как ваша нынешняя власть, просто они тупые, а вот мы а тупые на самом деле русские. И те не знают, как обмануть русских, а мы знаем. Поэтому давайте приведите нас к власти, и мы тупую русню обманем. Вот краткое предложение всей украинской оппозиции. Но я как говорю, наверное, про это хоть публично не надо говорить, потому что совсем нельзя, чтобы как бы того, кого ты обманывать собрался держать за такого ты уж идиота, да? Ну, наверное, перебор какой-то это все-таки. Все-таки имейте совесть. Но возвращаясь к политике, повторюсь, этого нет. То есть ни один из этих текущих, скажем так, причем вы очень хорошо подчеркнули, почему украинских оппозиционеров не обладает моральным капиталом по-настоящему, чтобы выступить вот этой позиции, ну, покаяние начать с себя, перемену ума начать с себя. И признать вот то, что признать невозможность тех аргументов, о которых мы с вами говорили. Вот я пытался просто показать в первой части. То, что нам придется отказаться не просто там от того, то, что, знаете, объясню. Как сейчас строится основной аргумент продажный по отношению к украинцам. Ну, давайте вот мы сейчас с барского плеча, так уж и быть, согласимся на заморозочку, на замороженный конфликт по линии фронта, и так уж и быть, в общем, нам еще за это денег приплачут. Но это ложный аргумент. Он не опирается на реальное положение дел, как я уже, собственно, вам из эфира в эфир пытаюсь описать и повторять. Но сказать правдивый вот этот аргумент о том, то, что ну, по принципу проигрыш, фундаментальная ошибка, никакого морального капитала, ничего хорошего не будет вот этого впереди, обмануть не удастся. То есть тупых русских в этот раз обмануть не удастся. Придется принимать на себя реальные вот эти все тяжелые обязательства. Вот это ни один из украинских оппозиционных политиков, к сожалению или к счастью, нужно называть как хотите, сказать не может. И отсюда, собственно, и проистекает вот этот замкнутый круг. То есть, пока не будет личного показанного примера вот этого преображения ума без оговорок. Без принципа говорить там 80% правильного текста, но потом вставлять вот эти там условно оговорки по принципу, ну на самом-то деле мы, конечно, не виноваты, на самом деле Россия еще хуже виновата. То есть вот это постоянная, понимаете, тоже установка асимметрии равенства в этих переговорах, как будто вот между Украиной и Россией в этот момент в этих переговорах выступают как некие равные субъекты. Тут надо отдать Трамп тоже. Они по полной программе это отыгрывают, что как бы вот они два, но они не равные в этих вопросах субъекты. То есть не получится вот это, знаете, по принципу, как вот этот аргумент both parties are to blame. Да? Ну, обе стороны, они, конечно, виноваты, обе стороны, по Достоевскому, да, все за всех виноваты абсолютно, и всем за всех придется отвечать, и всем за всех придется платить большую цену. Но не на том геополитическом уровне, то есть на котором проводятся эти переговоры. Переговоры все-таки проходят на геополитическом уровне, и, соответственно, на этом уровне никакого равенства нет, и никакой симметрии тут не будет. И да, побежденный будет принимать условия победителя. И я просто честно, по-человечески понимаю, что нет ни одного украинского политика, который может вот с таким пакетным предложением выйти к населению и сказать, оно вот так. Ну, банально потому, даже если мы уберем этический момент, практический момент, но же население не сможет на это ответить. Возвращаясь к вашему вопросу. То есть, украинцы находятся действительно в очень сложном положении. Конечно, от войны они все устали, как и все устали. И, конечно, воевать они на самом деле не хотят. Но и поражение признавать они не хотят. Это же принципиальный момент. Поэтому вот сейчас у вас какие два пакетных опции. Есть опция конкретно от Зеленского. Не признаем поражение ни в каком виде, говорит это прямо. А опция оппозиции не признаем поражение, но через обман. Да? Но с таким подходом вы эту войну никак не закончите. Вот примерно потому и происходит. А люди оказываются... То есть, здесь происходит полный, если угодно, резонанс между общественными ожиданиями, ожиданиями вот этого публицистического слоя и там власти и оппозиционных. Потому что
вот на этом глубинном уровне находятся в резонансе. То есть, вот это такое, помните, мы тоже разбирали у Гоголя страшную месть, упорство, отказ от перемены ума. То есть, на всех уровнях на самом деле происходит пока полный отказ от перемены ума и признание реальной причинности этой войны, реального выбора, который стоит перед украинцами, который на самом деле это страшный. Понимаете, страшный выбор украинцев. Вот помните такую великую фразу из тоже фильма «Жизнь висит на нитке, а он думает о прибытке». Вот примерно так можно описать переговорную стратегию, неважно, оппозиционную или привластную в текущий момент. Россию не волнует то, каким образом сейчас будут реализованы ее требования. Если украинцы хотят все коллективно самоубиться до того, как эти требования исполнены, в этот раз Россия испытывать чувство вины не будет. Знаете, вы так много говорили о том, что разные народы, да, то, что мы не братья, ну, пожинаем то, что посеяно. Если... Вот смотрите, а давайте развернем эту логику. Вот попробуем посмотреть под другим Давайте. углом. Значит, по поводу там оружия, да, кто с оружием в руках, тот, собственно, враг. Но ровно так же может сказать украинец про россиянина. Может. Один в один. И ровно на этом фундаменте и строится вот этот комплекс надстройки противоречий, которая создает власть, пропаганда, очередные 1,5 миллиарда в следующем году на марафон. Зеленский, ну подождите, Зеленский, смотрите, предлагает там и зарплаты учителям поднять, и, ну вот тут Прекрасный, да. старается же человек, и врачам, каждому украинцу. Это тоже так смешно, знаете. Ну как, это грустный смех, когда в каждый украинский дом может прилететь дрон, ракета, физически, вот просто там, да, то есть, но каждому украинцу медицинский чекап, ну вот этот осмотр раз в год, то есть... Чтобы мобилизацию было проще проводить. Да понятно, то есть и ВЛК тут же как бы подтягивается, это же все в электронном виде, все понятно. Я вот все-таки... Вот если развернуть вот эту логику, вот как в том, Про оружие, да. как в том положении украинцу, вот находящемуся сейчас, принять хоть что-то из позиции, которая приблизит людей к миру. Потому что, ну вот... Признать реальный выбор, что у него выбор принять хоть что-то из реальной позиции, либо умереть. Ну, когда Зеленский выходит, Тут говорит, вопрос... пока Путин не оккупировал всю Украину, мы побеждаем. Келах говорит, слушайте, да это вся война, 4-й год война, говорит, да мы бы надрали задницу российской армии. Ну, вот эти все моменты, эти все посылы. Ну, вот смотрите, это тот самый выбор. Ну, вот смотрите, если вы в это верите, то вот, опять-таки, почему мир нет? Потому что с такими посылками, с таким мироощущением, как бы, мира-то и не будет. Повторюсь, реальный выбор очень простой. Либо принимать реальные посылки, ну, либо погибать. То есть, человек свободен сделать оба из этих выборов. То есть, поймите, это тоже очень правильно. Это же как вам... Это же момент, ну, логический. Да? То есть, вы спрашиваете, как признать реальный выбор. То, что либо твоя гордость, твоя... Вот пресловутая... Вот, давайте объясню по-украински. Мир плюс гидность не получится. Вот выбирайте либо гидность, либо мир. Но, соответственно, я бы следующий уровень силлогизма, гидность и жизнь не получится. Либо гидность, либо жизнь. Слово «гидность» для вас сейчас означает смерть. Перефразируя мультфильм «Остров сокровищ». Знаете, вот помните, там был слово «ром» для вас значит смерть, говорил доктор Ливси. Вот слово «гидность» и желание гидности для вас значит смерть. Как раз вот от гидности придется если есть желание выжить, придется полностью отказаться. Не упаковываются ни в какую-то политическую позицию. Вот ни в какую. Потому и продолжается. Ну, потому я и говорю, и именно поэтому, а не потому, что Зеленский плохой и глупый, там, а Трамп хаотичный и умный, а Путин злобный и кровожадный, или там мягкий и терпильный, это все будет продолжаться. Если вам интересно реально психоисторическое обоснование, почему на этом уровне геополитического конфликта мир на данный момент невозможен, потому что два противоречивых, скажем так, понятия: гидность и мир. На данном, или гидность и жизнь. Они же сейчас взаимоисключающие. Ну хорошо, можно заставить выбрать жизнь. Кого? Вот это, а вот здесь, по-моему, философски тоже глубокая, скажем так, трагичная
свойство человеческого бытия заставить выбрать жизнь не получится. Ну, это вот классические все истории, ну, не то, что история, а все вот работы по психологии самоубийц, да? То есть человека, стоящего карниза и принявшего решение прыгать, не заставишь. Это таинство, это чудо. Это всегда там божественный акт, когда он может, я не знаю, очнуться от вот этой одержимости, того беса, который его толкает к прыжку. Ну, помните, в Евангелии недавно на службе разбирали вот притчу о Гадаринском, скажем так, бесноватом, который был одержим бесами. Вот как бы, ну, Господь таинством может бесов из человека выгнуть, и тогда он вот от этого шага удержится. Но это таинство. А вот заставить человека, вот знаете, отказаться от мортального поведения и выбрать жизнь невозможно. Это вот не под силу ни Трампу, ни Урцуле, ни Бербак, ни, прости, принцу Гарри, Борису Джонсону, даже если бы они ставили себе, и Путину невозможно, и всем прочим, и даже Зеленскому невозможно, если бы он это хотел. То есть даже Зеленский сам себя не заставит отказаться от этого поведения. Это не про заставит. Конструкт очень странный. Это исходя опираясь на интервью Sky News Зеленского, значит, понятно, там нарезал задач Трампу, в общем, санкции, все дела. Это, конечно, ну, все уже отметили, что это против шерсти. Это вот такой овальный кабинет 2, только ну, на дистанции, да, вот сейчас. Там они встретятся на Генассамблее ООН, может быть, что-то произойдет. Я думаю, что Трампу как-то... А может и нет. Сейчас уже большие сомнения, доносят ли что-то до ушей Трампа плюс-минус внятное. Может, он это пропустит. Ну, судя по Келлогу, да, и судя по, скажем так, риторике, Бессента, например, говорит: о, европейцы, а если бы мы с вами-то вместе как навалились бы на Россию и ее энергоресурсы, 2-3 месяца вообще воевать было бы нечем россиянам. Ну, как мощно говорит. Так вот, у него очень странная конструкция. Я хочу, чтобы вот здесь есть определенный подтекст. Значит, он говорит: Трамп же летит в Лондон. Это особенная история. Значит, государственный визит. Пресса пишет официальная, что будут самолеты лететь. Уже второй. Да, второй. Самолеты лететь, там вот эти все конница, все будет красиво. То, короче, будут встречать помпезно. Ну окей. Но параллельно с этим там разворачивается вот эта история, как с Маском. Да? То разворачивают плакаты с Эпштейном, то на остановках пишут «Трамп, насильник». Ну вот такие вещи, да, то есть уколоть, каким-то образом продемонстрировать этот протест Лондона. И Трамп туда летит, и Зеленский в интервью просит посредничества для посредника. Ну, то есть, Трамп говорит: я не участник конфликта, я посредник. Он же сегодня тоже опять повторил: ой, они так ненавидят друг друга, я должен сидеть за столом, иначе перегрызут горло друг другу, а я вот должен модерировать. Так, открывайте прессу 73-го года, Генри Киссинджер и вся вот эта история. Это, говорю, методичка одна с тех пор не меняется. То есть, позиция: ага, Зеленский, у него прокладка Стармер, Британия. Это к Трампу постучать и достучаться. Но тут же еще есть как бы Путин. О, я с Путиным готов встретиться. То есть, понимаете, какая-то очень сложная конструкция. В Москве, пожалуйста. Но не в Москве. Вот без условий, но не в Москве. На нет и суда нет. Я предлагаю Питер. Мои подписчики предложили Крым. Крым хорошо. Крым хорошо. Ну, смотрите, знаете, все это смех. Ну, что же, собственно, обсуждать? Это все дипломатический театр. Люди заняты, люди деньги зарабатывают. Ну, и тоже деньги зарабатывают. Как это, лайки в соцсетях зарабатывают. Но, повторюсь, серьезные причинности мы обсудили ранее. То, что нужен посредник перед посредником, да, нужен. Но при этом сработает ли это, не сработает. Сейчас, Трамп окончательно перешел на вьетнамский сценарий. Вот эта вся история с последними тарифами на энергоносители, и вот эта вся речь, она же очень понятна для чего. Она действительно нужна для того, чтобы Трамп мог с обиженным видом сказать: ну, а раз они не захотели, то и я не буду. Да, то есть, смотрите, я уж не знаю, кто ему эту историю объяснил, но опять, видимо, нашелся умный человек в администрации. В дипломатии не принято напрямую говорить «нет». В дипломатии принято всегда это делать. Мне это не нравится, прямо скажу. Если вам интересно мой философский взгляд, я это тоже не ценю. Но это вот уж извините. Так у них принято. Поэтому они все говорят «да, но». Поэтому я не против встретиться, но в Москве. Я не против ввести санкции, все страшные, но если вы ведете их вместе со мной.
А не введете, ну, что с меня взять-то? Вот. На самом деле, я, конечно, санкции вводить не хочу, но по разным внутренним причинам я не могу прямо об этом сказать, но вот эта вся история так и раскручивается. Зеленский, на, Александр. Зеленский, условно мог бы сказать, я условно этого Трампа со всеми его предложениями видел на кладбище в гробу, но сказать об этом не могу. Поэтому вот пусть у меня будет посредник, который будет убеждать Трампа, который, тем более у Трампа самого в команде единства нет. Вот у вас Келлог, вон, пожалуйста, сидит и рассказывает о том, какая потужная Украина и как они сейчас все переможут, только дайте время. И поэтому поставьте себя на место Зеленского. То есть у Трампа даже этого единства нет. Ну, он, думаю, смирился с тем, что денег дадут мало. Сильно меньше, чем было в предыдущий раз. Но я повторюсь, по тем причинам, которые мы обсуждали выше, вспоминаем анекдот про Вовочку. Папа, ты будешь меньше пить? Нет, сынок, ты будешь меньше есть. В конечном итоге проблема шляхты – это не проблема. Шляхты, в первую очередь, это проблема крепаков. Поэтому тут никаких вот проблем у него не будет. А реальная причина, мы уже тоже с вами повторяем уже на разные лады полгода, повторю еще раз, Трамп не может подписать сделку за Зеленского. Собственно, здесь-то Трамп и расписывается. Он говорит, Зеленскому придется записать сделку. И тут Зеленский говорит, да, ну попробуй. Что ты со мной сделаешь? А я не буду. И никто не может. И вот это самая эта идея, то, что никто не может. Нету никого, кто мог бы эту сделку подписать. В том виде, в котором она единственная будет реалистичная сделка. То есть не мрийная сделка, в которой обманем тупую русню в кавычках, а настоящая сделка. Вот эту сделку в Украине не подписать никто. То есть даже оппозиционеры, по сути, говорят, я ее тоже подписывать не буду, но я сначала слетаю в Москву и сторгуюсь, чтобы эти тупые русские от нее отказались. Хрен. Не будет. Вот пока не будет перемены ума и покаяния и признания того, что условия июня 2024 года, выскаженные Путиным на сессии Министерства иностранных дел, это максимально лучшая, идеальная, просто мрийная мрия, которая сейчас доступна Украине, никакого шанса на мир нет. Все. Еще одна мечта – это чтобы НАТО повоевало хорошенько с россиянами. Не будет. Вот. Ну. И мы стали за эту недельку-полторы близки к этому моменту. Ну, в каком смысле? Дроны, загадочные. Причем так, знаете, аж как-то теряется вот этот флер. Значит, понятно, там, выходит Туск, говорит, все те, кто говорит, что это Россия запустила, все говорят, что не Россия, все враги и псошники. Но в то же время, ну, дали больше денег, ну, поговорили они по 4 статье, по 5 вообще даже разговора не было. Дипломатические отношения никто не разрывал. То есть, ну, все хорошо. Вот мы показали, что мы мощные. Там подняли F-35, F-16, все перебили, кучу денег потратили. А тут возьми, ну, там еще просто, смотрите, там не научились еще. Точнее как, они умеют, но все равно тоже поляки тоже близкий народ. Ну, к россиянам, к украинцам тоже близкий. Они научатся, они просто еще мало опыта в этом. Тут у них возможно, что выйдет газетенка, вот это Речь Посполита, выйдет и скажет, так, вот этот дом, который на фотографии фигурировал с самого начала, который разрушили, пенсионерам разрушили дом, это вообще сбило ПВО. Это вот ракета из F-16 выпущена, она там что-то с наведением и упала на них. А сейчас вот Кароль Навроцкий, это во время нашего эфира, выходит с заявлением, говорит, так, Туск, говорит, а ну разберись, что это такое? А Туск выходит и говорит, слушайте, все равно Россия виновата. Ну, учится Туск у Украины, учится в том плане, что, потому что если бы не дроны российские, ничего, значит Россия виновата. То есть, смотрите, есть же два варианта. Одни говорят, ну хорошо, хоть учения 2025 закончились. Сегодня там они там Орешник как-то развернули, завернули, то есть, ну, все, Искандерами попугали, но там нормально, там приехали американские офицеры, индийский контингент был, все хорошо. А также было 3 варианта провокации. Польша, которая подтянула войска, и все такие на нервах были всю неделю. Приднестровье, где таинственный план французской разведки вместе с британцами зайти и там чего-то учудить, чтобы Зеленский помог войсками, как бы там тоже поучаствовал, то есть расширить конфликт. Ну и понятно там, да, Запад, ну, Россия двинется на Калининград, например, да, то есть что такое вот экстраординарное. И вот эти 3 шанса в одном флаконе возможны были вот в этот промежуток времени. Почему не проигралось и почему не хотят и не будут воевать европейцы за Украину? Ну вот,
Потому что первый главный аргумент украинцев, вы ответили на собственный вопрос, европейцы не собираются воевать за Украину. А России пока эти провокации не нужны, пока есть, ну, пока украинский вопрос не решен. Ну, условно говоря, западный фронтир, эта часть не достигнута, скажем так, не зафиксирована, правильно сказать, те цели, которые они поставили перед собой. Поэтому, по-моему, это изначально была гигантская медиа-история, да, которую все вот на разные лады тоже клики собирали, просмотры крутились, это всегда приятно. Если говорить серьезно, эта история мне больше напоминает другую вещь. Я напоминаю, давайте вспомним интересный факт. В 2024 году Зеленский подписал, по-моему, больше 20 соглашений о гарантиях безопасности с разными странами. Очень помпезно обсуждалось, красивые гарантии, там и вообще НАТО. Вот такое. И если не НАТО, то почти как НАТО. Путин подписал одно. С Северной Кореей. Вот как-то вот заметьте большую разницу, да, то, что вот мир реальности и мир постмодерна. Вот это как раз философский вопрос. В одном случае у нас имеется в виду онтологический реализм, до символизма не доросли, но хотя бы реализм. И вот этот реальный союз дает, скажем так, паники, да, и пригорание, уж простите тоже за такие слова, всем остальным, ну, скажем так, членам за пределами этого союза. Да? То есть, ну, реально, фактор Северной Кореи, он реален. И снаряды, и военное участие. Вот так выглядит настоящий союз. Толку от всех этих гарантий безопасности вот можно все положить в красивую рамочку и камин растопить. Вот примерная суть. За все это время польского инцидента, мне кажется, было сформулировано только действительно одно правильное утверждение, что мы хотя бы сейчас получили шанс вспомнить, что такое единственная реальная гарантия безопасности в геополитике. Единственная реальная гарантия безопасности в геополитике – это когда ты будешь воевать за другую страну. Все остальное – это, простите, ну, разговоры в пользу бедных. И тут выясняется очень простая интересная вещь. Собственно, в чем ценность польского инцидента? Очень действительно большой вопрос. Насколько гарантии безопасности внутри НАТО являются гарантиями безопасности. Я напомню, что даже 5-я статья сформулирована очень интересно. Там сказано, что нападение на одну страну действительно считается нападением. Это правда. Но там нигде не сказано, что мы обязаны начать воевать за эту страну. Там сказано то, что мы обязаны начать немедленные консультации на тему того, то, что как бы нам сейчас на это реагировать. Вот поэтому, в принципе, страшную вещь скажу. Украина-то 5-ю статью за эти 3 года насладилась по полной. Вот, в принципе, то, что Украина получила за эти 3 года, это, в принципе, действие 5-й статьи. По большей части. Ну, то есть, консультация ведется. Помощь оказывается беспрецедентная. Пожалуйста. Вот она реальная статья. Но нигде нету вот этого реального союза, как мы будем воевать за вас. Вот такой союз очень редкий. Честно говоря, на мой взгляд, в современных условиях практически невозможен. Это как такая геополитическая аномалия и драгоценность. Но вот Северная Корея показала, как выглядит настоящий союз. Настоящий союз выглядит так. Если союз не является таким, то это не гарантия безопасности. Это разговор о некой поддержке, как бы разговор о неком, возможно, там, помощи, да? Но это не та гарантия безопасности, которая имеет решающий исторический фактор. А в чем секрет Беларуси на этом витке Потому истории? что в том, что Лукашенко конкретно лично умудрился немножко заморозить время. Но не очаровывайтесь. Все те вопросы, от которых страдает Украина, они точно так же придут в Беларусь. Это абсолютно неизбежный вопрос. Объясню почему. Потому что единственная причина, почему в Беларуси мир, потому что там Беларуси нет, а СССР нет, а БССР есть. Ну, то есть, Лукашенко сохранил атрибуты советской государственности. Это государство имеет как бы всю, скажем так, его форма пока соответствует его содержанию. Не историческому, но хотя бы формально-юридическому и конкретному. То есть, там же не было ни декоммунизации, ни вот этой всей истории. Да? То есть, все эти советские символы. То есть, это советская Беларусь. Вот Советского Союза 30 лет нет, а де-факто советская Беларусь под управлением лично, как знаете, колхоз и его председатель. Вот они и сидят. И в этом контексте, пока этот председатель с колхозом есть, и пока удается удерживать это замороженное время, ну вот у них как бы работает. Но это заморозка времени. Нет, Вопрос смотрите, все равно об идентичности я с вами встанет. хочу здесь подискутировать по поводу заморозки времени. Пожалуйста. Ну, смотрите, американцы запонки Трамп подарил. Военных отправили понаблюдать.
С Китаем отличнейшие отношения. Ну, там и сын Так учится в Китае, рассказывают. и, ну, там Да, там очень много действительно. красиво рассказывают. Ну, это все красивые мри. Я вам прямо говорю. Через 5 лет все увидите примерно. Эти все вопросы, ну, может, по через 10, не суть. Но все вот эти хитрые планы. А мы сейчас тут через Китай, а мы там через Индию, а мы там через арабов, а мы через американцев. Все это попытки избежать фундаментальных исторических вопросов. Заранее предупрежу, не убежите. Но какое-то время можно выиграть. Вот, собственно, как я вижу. На мой взгляд, главное, чем занят Беларусь и Лукашенко в этой истории, выигрывает время. Замораживает время, выигрывает время. Может, примерно является одним и тем же. Ну, вот получается. Да, на этом фоне можно сурбить очень много таких, скажем так, преимуществ временных. Да? Ну, пресловутый там и честолюбие, пресловутые запонки. Да? Там он чуть ли уже не главный союзник Трампа лично. Да? То есть, но если вас интересует, понимает ли это Россия, сразу скажу, Россия все это прекрасно понимает. И вообще, мой взгляд, применительно к Лукашенко, вот Путин же его при себе держит. Потому что вы помните то, что мудрый человек врагов держит ближе к сердцу. То есть друзей держит близко, а врага еще ближе, чтобы совсем не рыпнулся. Если мы посмотрим на реальные процессы в Беларуси, то за исключением мира белорусской пропаганды, которую в последнее время очень много стали распространять, в том числе украинские политики, там все дело обстоит стратегически понятно. К чему это приведет, тоже стратегически понятно. И я думаю, на горизонте наших, скажем так, ну, точно, на горизонте нашей жизни мы это увидим довольно скоро. Вот Ну, так. то есть политзаключенных отпускает зря. Нет, почему зря? Ну, это нормальный пиар, еще наберет, господи. Ну, понимаете, это лично какой, это феодальная логика. Ты мне запонки, я тебе политзаключенных. Ты мне приятно, я тебе приятно. Ну, не придавайте этому сверх какой-то большой геополитической... Эти семьи о том, что мы сейчас тут... Давайте прямо скажу. Заигрывание-то есть. На самом деле, время заморожено, но немножко вот это заигрывание, мы тут на самом деле сами тут по себе Литвиния, да, и мы-то вообще такие особенные. Мы тут русский со знаком качества. Это же вся идет заигрывание в белорусской пропаганде. Понятно, чем это закончится. Просто всему свое время. Все понятно. Такой немножко своеобразный у вас прогноз. Нет, Да. ну, Нет, ну, как есть. по-моему, смотрите, по-моему, все посмотрели на Украину, и я думаю, вряд ли, что кто-то захочет Так, такого понимаете, же. а так мало ли, ну, ага. Слушайте, давайте, понимаете, хотеть. Хотеть мало. Вот украинцы очень, я искренне поверю, что украинцы мира хотят массово. Хотеть мало. Нужно, чтобы твое желание, уж простите, совпадало с реальностью хоть немножко. Хоть какой бы был реализм. Есть реальные, вот эти, поймите, тектонические вопросы. Определить частью, то есть определить на простой вопрос. Ты кому служишь? У любой маленькой страны реальный вопрос, ты кому служить собрался. Да? И тут вопрос, если ты служишь тому, кто не находится в твоем, ну, сердце твоей культуры и идентичности, тебе рано или поздно, или тебе угораздило жить на разломе культурно-исторических плит, то можно выигрывать время, маневрировать, там, создавать интересные, очень хитрые, красивые конструкции. Но стратегически все равно сведется все к предельному вопросу. Я же вам рассказываю про 30-летнюю войну постоянно. Это в конечном итоге мы, думаю, сейчас под конец можно будет об этом даже тоже пару слов сказать. Мы все равно же придем уже, я думаю, на ближайшем горизонте к осознанию того, что главный вопрос и главная война идет за веру. Мы входим в период религиозных войн. И вы уж определитесь, там, вы католики или православные. Да? То есть, по-простому. Вот это все склеивание ужа с ежом, там, или вы православные, или мусульмане. Это во все стороны. Там, протестанты или католики. Это все... Понимаете, вот этот мир модернового синкретизма, он очень интересно. С одной стороны, он на словах и, видимо, будет нарастать. Все будут говорить о сотрудничестве, мире, взаимопонимании, взаимной любви, а реальные конфликты будут происходить четко по смысловым линиям. Поэтому это все мы увидим на ближайшей Да, перспективе. сейчас давайте тогда затронем этот момент. Я просто зацеплюсь за слово, да, то есть про маленькую страну. А кому служит Нетаньяху? Ну, Нетаньяху это нормальный сионизм, то есть третий храм строит. Как раз у евреев свой, как бы, иудаизм, как бы, скажем так, версия, одна из ветвей иудаизма в сочетании с сионизмом, вот, да, строит третий храм. Нетаньяху хочет построить третий храм и возродить Великий Израиль. Понятная идея. Ну, просто, Но он думает, что таким образом служит Яхве. Там очень сильная религиозная идентичность. просто смотрите, то, что произошло с Газой, как, ну, с жителями Газы, как с народом, да, там, палестинцами их называют, немножко это некорректно, ну, не будем вдаваться, растолковывать. То, что вот произошло,
И то, что сейчас происходит, наземная операция, уничтожение, их выгнали фактически, ну, отправили, как бы, давайте, выметайтесь. А, Ну, допустим, я не считаю то, что я тебе прямо скажу, то, что он написал это геноцид, это можно оспаривать, насколько это является геноцидом, ну, как юридическим понятием, но это этническая чистка, да. Ну, это однозначно. Это нормальная этническая чистка. Нормальная, в смысле, обычная для истории этническая чистка. а почему все соседи молчат? Потому что за слова надо ответить. Причем они не молчат, они очень много выражают свое возмущение. Все очень недовольны. И все очень сильно осуждают. Ну, опять-таки, гарантия безопасности. Воевать-то хотите? Выясняется, что воевать особо там пока никто не хочет, но придется. Тоже. Рано или поздно придется. Либо внутренняя улица тебя же сама и снесет. Ну, то есть, вот это, понимаете, очень сложно быть защитником всех мусульман исключительно на словах. Рано или поздно придется за слова ответить. Вот поэтому такая история. Это я Вы... про турецкого президента. Если что, непонятно. Это он Нет, же ну, защитник всех мусульман Газы. хорошо хоть, И... хорошо хоть не про Макрона. Макрон тоже вроде как против, да, и... Ну, Макрону приходится, ему надо как-то Мгм. балансировать, ну, что-то Мгм. делать, где-то искать какую-то поддержку, пускай даже там поддерживать Палестину как государство. Но мы видим, что Палестины государства уже не будет. То есть мы можем уже, в принципе, ставить диагноз и... Я думаю, почему? Я думаю, у нас будет виртуальное государство Палестина. Я думаю, оно будет на бумаге, оно даже будет членом ООН, там заседать будет делегация, а на земле его не будет. А зачем это кому это нужно? Не, ну, во-первых, это постоянный способ давления, ну, полезный инструмент в геополитических раскладах. Это если не брать какие-то, скажем так, более сложные там понятия, плюс ну, мина на будущее. В любой момент можно там, если там через 50 лет или 20 ситуация изменится, можно предъявить Израилю и под этим предлогом уничтожить будет, если у кого-то появится желание настоящее. Ну, то есть, одно дело нападать на суверенную страну, да, то есть, условно, все равно как бы максимы из школьных учебников остались в головах, а другое дело, так я не нападаю, он оккупирует территорию Палестины, мы Палестину освобождаем. Поэтому... Ну, понимаете, вот давайте просто скажем, у Израиля нет хорошего выбора. Ну, как у государства Израиль. То есть, объективно, я вам это еще 2 года назад, когда только случилась эта трагедия 7 октября, сказал то, что там вопрос действительно, опять это вот эта иллюзия о том, то, что может быть win-win. Там изначально никакого win-win не было. Либо одна сторона этнически очистит другую, либо другая этнически очистит другую. Там, то есть, на основе того, то есть здесь, понимаете, ну, действительно это все идет с 1947 года. В том виде, как государство Израиль было создано, в нем изначально был заложен конфликт. Оно предполагало, что либо это государство будет уничтожено соседями, либо это государство уничтожит соседей. Там нет опции для компромисса. Вообще его нету. И можно сколько угодно ругать Нетаньяху, ну, не то, что справедливо, это вот тоже популярный жанр, но нужно понимать, что любой израильский политик на его месте, сколько он может пиар другой делать, методы может менять. Ну, допустим, перебор, да, можно сказать, методы войны, какие-то перебор. Но, по сути, вектор не изменится, будет вынужден действовать в эту сторону. Потому что там экзистенциальный конфликт. Давайте философский тоже момент. Понимаете, есть конфликты вокруг бензоколонки, то есть вокруг материальных ресурсов, да, то есть, условно говоря, чья бензоколонка, и там можно заключить сделку, сторговаться, на самом деле. А есть экзистенциальные конфликты. И вот вокруг экзистенциального конфликта ты не сторгуешься. Вот понимаете? Я понимаю, что мы живем в мире, где нам всем прожили, ну, ложные философии, ну, скажем так, прожгли мозги о том, что в любой ситуации можно договориться, не в любой. Есть, повторюсь, вопросы предельные, вопросы жизни и смерти, вопросы, как веруешь, в которых не договориться. То, что происходит в Газе, это пример такого конфликта. 20 минут назад по Йемену ударил Израиль, тот удар, который анонсировал, по Хадайде, М. по портовому городу. В общем, М. там тоже сейчас как бы громко, Ну, вот мы хуситы слышим. ударят в это. Тут, кстати, к вопросу, кто может на Ближнем Востоке изменить в будущем расклад, хуситы. Вот хуситов слова с делами не расходятся, поэтому будем наблюдать за ними. Павел, давайте в завершение очень важный момент. Я хотел его с вами обсудить. В завершении имеется в виду Давайте. основной части, потом мы подведем итоги, и будут вопросы зрителей, потому что вас, как всегда, ждут, да, и, друзья, ждете Павла Щелина, больше общения, больше материалов от него по тем ресурсам, которые в описании. Переходите, интересуйтесь, пожалуйста. Значит, произошла
жутчайшая метаморфоза. И я, как человек православный, да еще и по имени Александр, человек, который с детства, ну, там, крещен, и с детства мне говорили там, да, кто там, ну, знаете, вот это все на абсолютно бытовом уровне, то есть без каких-то элементов Мгм. большой воцерковленности, просто говорили там, о, это там твой покровитель Александр, Мгм. вот, святой Александр, да, ну, я так и назвал. Потом я Мгм. только узнал Невский, что был такой Александр Невский, потом дальше вот эти все там арабская вязь на шлеме, там, ну, вот эти все всякие там альтернативные варианты истории. Но сегодня произошло Фоменко нечто. Носовский. Нечто. Значит, один из, ну, они называют иерархами, ну, то есть высоких сановников православной церкви Украины. Варфоломей, кстати, встретился вчера с Трампом, тоже сидели, Но. общались. Значит, ПЦУ рассуждает и, в общем, в открытую говорит, что этих святых надо убирать иконы из храма, вот этих там оставить. И вообще, вот ты, когда человек, идешь там по имени или по какому-то там по месяцу рождения, я знаю, есть тоже такие, ну, такие традиции, идешь там, хочешь помолиться какому-то святому, ты изучи его биографию, говорит иерарх ПЦУ. Потому что, вот, например, Александр Невский, заявил он, это украинофоб. Тут что-то оборвалось, знаете, внутри меня, потому что все примерно понимают годы, ну, может, наверное, да, там, Украина, когда был Александр Невский, за что он, в принципе, получил, за что он стал святым, да, почему. Скажите, пожалуйста, ведь можно, конечно, посмеяться и обстебать эту ситуацию, что, наверное, хочется сделать. Что Однако, сейчас и сделаем, не переживайте. да, однако ваша история о том, что ну, все движется к тому, что вот сейчас будут вот эти войны, ну, условно, ментальные, да, ментальные, на уровне За веру. менталитетов, а дальше будут прям религиозные по-настоящему. Ты кто, а ты кто? Так это вот оно, вот они, первые ласточки. Да. Ну, это уже не первые ласточки. Первые ласточки были давно. Нет, давайте все-таки по конкретной ситуации. Интересное мнение представителя организации, которую в православной среде называют «Пустые церкви Украины». У меня только один вопрос-то. Почему только Александр Невский? А как же Владимир Великий? А как же Ярослав-то Мудрый? Эти ж, простите, СВО-то проводили задолго Александра Невского. Я напоминаю, что, собственно, Владимир-то приходил и, так сказать, из Новгорода, и Ярослав-то приходил из Новгорода. Так сказать, покушались они на незалежность задолго до того, как это стало модным и в тренде. Поэтому я считаю, что это очень непоследовательно. И нельзя никаким образом представителям ПЦУ останавливаться на вопросе Александра Невского. Надо дело решать радикальным образом, сносить памятник Владимиру Великому и Ярослава Мудрого тоже убирать с блокнота, а то с такой биполярочкой долго это существовать не может. Ну, минутка юмора, в которой больше, чем юмор закончилась, а по сути это вот те самые два стулья, на которые сидеть не получится. То есть это уже, опять, вопрос не к ним, а популярной позиции. Если вы от единого корня, то все вот эти сказки про 19 арабских государств придется забросить в долгий ящик. Потому что на Руси единое символическое пространство означает единый престол. И если престол один, то это как минимум не незалежность, а союзное государство. То есть удельное княжество, союзное государство, те или иные, это общие отношения. А если это не устраивает, то тогда нужно идти по тому пути, по которому на должное представители ПЦУ идут более последовательно. Тогда уж все выкидываете. От Владимира до Сикорского. А не вот это тут хочу, тут не хочу, а тут заворачиваю. Вот примерно так. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего вопроса и перейдем к вашим вопросам. Заставит ли Трамп пойти на сделку Зеленского? 17% нет. Трампа ждет тропа войны, в смысле, что его перевербуют и, в общем, пустят по этой тропе. 17 тоже процентов однозначно да, заставит. 28% да, но Трампа, в принципе, обманут. То есть сделают, кинут, короче, деда Трампа. Ну и 39% считают, что нет, и Зеленский упрется до конца. И вот тут-то страшно, какой конец будет. Что скажете, Павел, по поводу итогов голосования? Ну, у вас еще много оптимистов, 17% оптимистов ярких впечатляют, но в остальном, да. То есть, ну, я, в принципе, с самого начала свое мнение сказал. То есть, повторюсь, единственная проблема в том, что даже если бы хотели, было бы невозможно. То есть, есть фундаментальная
если угодно, психоисторическое препятствие, которое я вам сформулировал в начале, то, что либо жизнь, либо гидность. И вот это главная причина. А Трампу это понимать абсолютно не с руки, ему еще вообще не до этого, он там мирит всю вселенную, и ему бы разгрести свои проблемы, о которых поговорим в следующий раз. Да, поговорим в следующий раз, потому что, понятно, и убийства политические, и внутри вот эти все... Ой, а судится он как? Красиво. 15 миллиардов Нью-Йорк Таймс, самая плохая газета. В общем, ну, 15 миллиардов попросил Трамп у них. В общем, интересно все. И ТикТок покупает у китайцев. Там, на самом деле, очень интересные процессы. Но мы сегодня сфокусированы именно на наших делах. Поехали, вопросы. Из клуба зрителей. Добрый день. Вопрос к Павлу. Депутат Рады Дмитрук, который говорит о будущей Руси и пишет книгу под таким же названием «Я гражданин Киевской Руси». Как вы можете оценить такую позицию? Как ищущий, человек ищет, человек пытается, мне кажется, найти, скажем так, ну, путь по всей этой сложной истории. То есть, опять, давайте прямо важный дисклеймер, когда я все эти вещи говорю в эфирах, я их говорю без позиции высокомерия, и, по крайней мере, стараюсь, без позиции осуждения. Это все длинный путь. У нас у всех наложено огромное количество ложные, прежде всего, теории о том, как мир устроен, как история движется, по каким законам она работает. И вот процесс перемены ума, той самой метанои, он длительный. Поэтому в нынешней работе депутата Дмитрука я вижу большую внутреннюю работу. Посмотрим, к какому финалу она придет. Посмотрим в конечном итоге по нему и по какому плоду, по какому, скажем так, по плодам узнаем, что будет, скажем так, в этом находиться. Поэтому вот. Нет, Можно только порадоваться, что человек хотя бы задумывается и поднимает вопросы вот в таком языке. смотрите, Это для украинцев сильно смелый шаг. я тогда уточню, потому что это важно, мы вокруг этого крутились сегодня, но в точку так и не Ну да. ударили, потому что, ну, во-первых, там в точку и не попадешь шибко на этом этапе, наверное, историческом, но эта вот формулировка может быть какой-то объединяющей платформой, Я бы сказал, если мы понимаем Русь как политической. общее понятие философское, да, а Киевская Русь как частное понятие внутри, но не отдельное. То есть, если вот я же не знаю, что вкладывать. Если Киевская Русь как отдельно от Москвы, то нет. Если Киевская Русь как частная, скажем так, составляющая единой русской цивилизации с единым, опять-таки, престолом, то да. Тут надо спрашивать, что... Я эту книжку еще не читал. Поэтому не Ну, знаю, если она еще... Да, Ну вот, пишет. поэтому... Я Значит, пока не знаю. продолжим, значит, вопрос. Вот мне нравятся такие вопросы, абсолютно простые, и я всегда, кстати, в наших эфирах уделяю время простым вопросам, простых людей. Анна пишет, как Павел думает, где на евразийском континенте можно отсидеться мирной женщине без военно-учетной специальности? Господи. Как по традиции, в лесу. То есть, надо, наверное, все где-нибудь на Алтае или в какой-нибудь тайге. Вот где-то в такие вещи. То есть, если вот радикально ставить вопрос, либо в какой-нибудь маленькой горной деревне Пиренеев или Альп. Ну, в общем, ищите места, в которых, вот мимо которых все проходит столетиями. Да? То есть, смех смехом, может быть, даже где-то в Карпатах можно отсидеться. Я не знаю карпатскую географию, но вполне, может быть, там есть какая-то долина, которая не в курсе, что Австрийская империя развалилась. Возможно, и так. Ну, вот, ищите такие места. Те места, в которых, скажем так, включены... То есть, давайте так, общая закономерность. Чем больше место включено в глобальные связи исторические, да, тем более оно уязвимо к изменениям в этих, скажем так, в этих процессах. И наоборот, чем более удаленное, тем, скажем так, вы жертвуете возможностями, технологиями, но увеличиваете свою безопасность и автономию. То есть, Вы вот так примерно ответили. такая логика. У меня много зрителей из Казахстана. Кстати, спасибо им, привет вам большой. И я вот я всегда улыбаюсь, когда говорят Казахстан, вот сейчас там подожгут. Да, там свои есть, ну, понятно, да, там свои. Но территория такая, территория.
Ну, пойди завоюй Казахстан, образно. Или там что-то с ним, ну, сотвори вот этакое. Ну, вот сама территория, она тоже, ну, вот оно, как это, бытие определяет сознание. То есть там, где ты находишься, и, в принципе, география это тоже очень важна, да, вот перекрестные вот эти пути. Это не унижает Казахстан, наоборот, делает его, скажем так, выигрышным, что ли, в Ну, этом. для дисклеймера, я все-таки из тех, у кого сознание определяет бытие. Другое дело, что география – это судьба. Поэтому это Как это все же разные противоречит вещи. одно другому. География это судьба. Нет, нет, это про другое. Это про теорию о том, то, что ну, сознание первично, да, то есть идея первична, но но география задает, вот, скажем так, обстоятельства многие непреодолимые силы. Да? Не определяет, то есть, в принципе, свобода воли. Вы можете даже в любой... То есть, свобода воли-то у вас другая. Вы можете даже... Вот вам может вся география кричать о том, что это суицидальное поведение, но ваша воля поможет вам принять мудрое решение, так сказать, в этих вопросах. Поэтому другой, то есть география там судьба в смысле, что причинно-следственные связи вы не разорвете. Но сознание определит ваше бытие в моменте очень так капитально. Вот, да. Ну, про Казахстан, вот если можно, ну, когда последний раз? Нет, можно, но просто сложно, и пока никому особо нужно не было. Но вот у джунгары были близки. Если бы не Россия, то джунгары бы просто геноцид устроили всем казахам. Не было бы сегодня Казахстана. Так что, возможно, просто пока не нужно никому. Так, сообщество YouTube. Здравствуйте, Александр Павел, Денис, 31 год, Донецк. Несколько коротких философских вопросов. Чем отличается вера от знания? Можно ли сказать, что у веры и знания отличается объект? Можно ли сказать, что фанатики это не верующие, а знающие люди, и именно в этом их опасность? Нет. Ну, фундаментальная разница в том, то, что вера – это уверенность в невидимом, а знание построено на идее проверяемости, эксперимента и контроля. То есть предмет веры я не могу контролировать. Я по отношению к своей вере всегда в отношениях ну, доверия, уязвимости, любви и так далее. А знание – это мой инструмент. То есть знание всегда построено на проверяемости. Причем проверяемости именно такого экспериментального, если угодно, толка. Да, то есть технологичным. В этом разница. В то время, повторюсь, формула веры дана апостолом Павлом в послании, по-моему, к Галатам, может быть, ошибаюсь, то, что вера – это уверенность в невидимом. Веруем и движим, то есть вера – это самое важное, потому что, не знаю, ваша любовь к жене там, или к ребенку, или к отечеству – это не про знание, это вот про веру. И именно вот эта вера дает возможность для движения внутри этой самой целостности. Что был вопрос? Про фанатиков. Но вот слово фанатики на самом деле очень сильно искажено, потому что слово фанатики не более чем слово танатос, да? То есть это просто человек, который последователен в своих убеждениях и который готов за свои убеждения положить прежде всего свою жизнь. То есть, в принципе, тоже сам тот факт, что слово фанатик мы используем как ругательное, хотя более справедливо сказать, что фанатик это искренний человек. Человек, который искренен в своих убеждениях. Поэтому просто обращу внимание, что здесь наш язык тоже модерновый нас обманывает очень сильно. Павел, у вас нет ощущения, что капиталистический строй подходит к концу, и завершающаяся эпоха потребления – это конечный этап его, капитализма, существования? Я считаю, что сам язык капитализма, социализма – это большая психоисторическая разводка, но это тема для отдельного видения. Поэтому то есть, мне нужно взять, что вы считаете капитализмом. То есть, если вот это очень длинная тема. Но я могу сказать то, что действительно у меня ощущение, ну и вот здесь вот, скажем так, есть много разведпризнаков из самых разных сигналов, там от Европы до Америки, от России до Китая, то, что вот это но поскольку наше процветание и сверхпотребление стояло на модели глобализации, а модель глобализации уходит на период, скажем так, вопрос дальше временно или не временно, но отката, то, соответственно, тот уровень потребления, который был, это сверхпотребление, он будет откатываться везде. То есть, это вот очень важный момент. Тоже, почему очень много мэрий работать не будет. Ну, например, масштабы этой перемены. Китайский знаменитый шелковый путь из Китая вот в Европу. Он же весь базируется на том, что у вас в обоих точках этого пути есть тоже, скажем так, деньги по-простому. Или там в Европе платежеспособный спрос. Если Европа превращается в медвежий угол, в котором бегают озверевшие банды, или просто она перестает быть премиальным рынком, то вся логика этого пути идет далеко и надолго. И все эти прекрасные коридоры, как мы будем продавать газы туда-сюда, очень все до сих пор. Вот мы сейчас построим газопровод в этом коридоре, сейчас мы через этот коридор дотянем все в Европу. Ну, дотянете только если туда там покупать это будет некому.
за те деньги, которые будут окупать эту перевозку, то весь логика этих коридоров сыпется. Но это к тому, что мир уже изменился, а решения принимаются из старых оптик. Просто вот про это. Так что так. Да, кстати, по поводу оптик, старых оптик, вот следующий вопрос. Я сокращу очень длинный, ну, в принципе, суть понятна. Александр спрашивает, добрый день, Александр Павел, значит, в общем, очередные демократические ковровые бомбежки. США пригнали Да. в акваторию Карибского моря уже 10 кораблей субмарину. За голову президента Венесуэлы 25 миллионов. В Ираке когда-то США совершенно случайно нашли много нефти и установили контроль над ней, хотя повод был оружие массового поражения. Трамп решил бороться с наркотрафиком именно в стране с самыми богатыми запасами нефти. Какое такое совпадение? Очевидно, получив власть над ресурсами Венесуэлы, Трамп сумеет обрушить стоимость нефти в своих интересах, разграбливая недра Венесуэлы. Ирак-2. Как же, дорогой Павел, считает, когда наступит день, когда эта демократическая страна перестанет терроризировать население Земли? А, никогда. Никто никого, когда мечта Леся Подровянского от нас никогда не сбудется ни у кого. Так что пора перестать вообще, вот, скажем так, это умри. А так, ну, по Венесуэле, поймите, у Дональда Трампа острая переможная недостаточность. Ему нужна хоть где-то хоть какая-то большая перемога, а то что-то с Индией совсем неудобно получилось, внутренняя куча проблем. Вот надеется напугать Венесуэлу. Но Венесуэла пока, заметьте, тоже особо не пугается, а все-таки давать команду на прямую военную операцию очень не хочется. Это вот тоже нужно понимать. У Трампа нет ни малейшего желания, потому что, не дай бог, она затянется. Вот не дай бог одной бомбардировкой не обойдется, и реально высадку проводить, а это труп, а он как бы там президент мира. При этом то, что конкретно в его окружении, ну, конкретно Марк Рубио Венесуэлу ненавидит, это он раскручивал еще во время первого президентства Трампа и всю историю с Гуайдо. Помните, уже Трампа был гигантский прокол, по-моему, в 2018 году или в 17-м. В общем, во время первого срока, когда он приветствовал вот этого Гуайдо как президента Венесуэлы во время президентшал адресс. То есть, у него с Мадуро огромные контры. Так, скажем так, ниточки тянутся с первого президентства. Надо что-то делать, но пока получается сильная пиар-акция. Пока получается сильная пиар-акция. Посмотрим, что там получится. Да? Но, скажем так, из всех таких эскапад, конечно, Латинская Америка самое реалистичное место, где США могут действительно демонстрировать свою потужность. Ну, оппонентов-то действительно нет в строгом смысле. Но все равно мир изменился, поэтому тяжело. Тяжело. Ресурсы все время сокращаются, но, опять-таки, по принципу ПВО. То есть, если мы не будем получать плюсы от глобализации, никто не будет получать плюсы от глобализации, думает нынешнее руководство Соединенных Штатов. И по какому-то смысле их даже можно за это понять. Как Павел объяснит такой факт, спрашивает пользователь, в бывшей Прибалтике русских притесняют 30 лет, не считая их за людей. Страны НАТО прямо на границе, но тут Россия не вмешивалась. Почему вмешалась в Пока. Украине? Ключевой вопрос пока. Ну, потому что в 2003 году у России не было ресурсов вмешаться. То есть, первое, исторических не было. Они все еще не могли никак поверить, что их так кинули в 90-е. То есть, опять, правда. Рекомендую книгу Скотта Хортона «Провокт». Он там просто собирает все те документы о том, как лили в уши, скажем так, российскому руководству мозги. Ну, сами виноваты. Здесь они сами виноваты, за что, собственно, этой войной расплачиваются. За собственную, скажем так, самообман. Но конкретно в 2003 году просто не было возможности. Россия была не готова к столкновению НАТО. Вот сейчас, если Россия сможет зафиксировать и закрепить свою победу в Украине, то вопрос о статусе Прибалтики и внутренних практиках Прибалтики будет звучать совсем по-другому. Вопрос многоуважаемому Павлу. Складывается ощущение, что в мире современной политики пафос с легким налетом этоса «я президент США», вы можете доверять моим словам, практически полностью заменил логос. И что еще страшнее, с внешней стороны выглядит так, как будто это устраивает всех, и борьба за эмоции электората намного важнее, чем борьба за умы. Так зачем же в таком мире проводить рассудительные логические дискуссии, если это разбивается о новую волну? Трамп сказал, что «Америка the first». И как Павел видит свою роль во всем этом? Есть ли у него какие-то стремления повлиять на это, или есть просто желание занять позицию скалы посреди реки, которая переживает это самое течение, а заодно и процедит пару меньших камней ради их спасения? Константин, сейчас учусь семестр в Вирджинии. Спасибо вам, Константин, за добрые слова.
принципе, сложно к ним чего-то добавить. Единственное, я поспорю то, что, по-моему, с Этосом у нас... Ну, как вам объяснить? С Этосом у нас очень сильные напряженки. Поэтому вот вот, то есть пафосный этос это не совсем этос, да, то есть то, что говорит господин Трамп и прочее. Ну, давайте прямо скажу. Другое дело в том, то, что этос-то на самом деле есть у всех. Просто кто вам сказал, что любой этос является благим этосом? Условно говоря, прям страшную вещь скажу, но в нацистской Германии тоже были свои этосы. У них была своя этическая система, в которой хорошо, плохо и прочее. Я не лох, это этическая система, а не просто это этическая система с очень определенными ценностными координатами, да? Важный комментарий. А логос, просто понимаете, логос же он всегда носит инструментальный характер. Это только в картезианской модели мира примат научного знания, где знание существует само по себе. На практике логос всегда занимает подчиненное положение по отношению к этике. Поэтому, собственно, нас логос очень прекрасно в рамках этих этик направлен на исследование самых разных толков. Что вы жалуетесь? Вон, люди там нейролинки изобретают, кто-то запускает старшипы, кто-то там АИшку делает с демоническими силами. Поэтому он работает логос. Просто, понимаете, это была иллюзия модерна, что логос находится на вершине этой пирамиды. Логос всегда находится в этосе. То есть это однозначно, скажем так, нету логоса вне этического контекста. Вот. Ну, а зачем этим всем загибаться? Вас, наверное, надо спросить, Александр, что же вы меня приглашаете? Я уж не знаю. Наверное, тоже просмотры собираете. Ну, что я могу сказать? Камешками хотим быть. Чего вы? Ну, значит, побудем камешками. Надо же камешками быть. Оно же, как понимаете, тут скала. Не-не-не, смотрите, камешки, они так вот до кучки, и вот это вот и образуется. Вот. Ну, как-то так. Ну, хорошо, хорошо хоть в этой. Они там бобры, плотины, давайте без бобров. Да ладно, бобры классные. Анна, Сеймон Херш обвинил США в подрыве северных потоков. Как вдруг возникла яхта, украинский флаг и ДНК профессионального экипажа? В терле Чарли Кирка пули на гильзах, от них левая повестка, и убийство произошло после того, как он высказал сомнения в произошедшем 7 октября. Уважаемый Павел, я склонна к конспирологии. Или вошло в норму людей держать за идиотов? Ну, второе однозначно да. Первое, ну, давайте, это просто слишком длинная тема. Я могу сказать единственное, что я пока нахожусь на стадии сбора информации, меня не устраивает любые простые версии, которые, скажем так, считаются самыми очевидными со всеми вот этими историями. И если вас интересен источник, который, мне кажется, имеет смысл наблюдать, скажем так, где на нас максимальные шансы услышать хоть что-то правдивое про эту историю, это Кэндис Оуэнс, которая была соосновательницей организации Turning Point USA вместе с Кирком. Это черная, простите, афроамериканская, можете удалить, чтобы вас YouTube не забанил, политический комментатор, католичка консервативного толка, которая занимает очень ярко выраженную позицию последние годы, и у нее очень, последние ее выступления показывают, что она вот по личным причинам, потому что Кирк был ее личным другом, собственно, таким фундаментальным, намеренно не дать этой истории быть, как это называется по-английски, subverted, ну, то есть спущенный под ковер или спущенный на политическую разводку. Поэтому пока я свое мнение высказывать не буду, а вас предложу следить за ее выступлениями. Не, ну, многие, конечно, находят. Особенно вот это сейчас разогнали. Была записка. Он написал... А где записка? Записки нет. Но мы знаем людей, которые видели эту записку или знают ее существование. Ну, что этот парень написал, что он именно хочет лишить жизни... Кирк у нас говорят, Кёрка, да, то есть Кёрка, Чарли Кёрка. Здравствуйте. Вопрос гостю. Раз уж пошла тема про религию и смыслы, какова вероятность, что Россия в среднесрочной или долгосрочной перспективе повторит исторический сценарий Византийской империи? Я имею в виду, будет ли крах Третьего Рима? Ну, если наступит на те же грабли, что и второй, да. То есть, напоминаю то, что Второй Рим, скажем так, сначала погружался в ереси, а потом уже терпел внешнеполитические поражения. Поэтому посмотрим. Если Россия так и не обретет свое имя, если Россия так и будет играться в масонско-глобалистические
эсхатологические психоистории, то и закончит как Византия. А если не будет и сделает ставку на вечное, то и не закончит как Византия. То есть свобода воли, она у всех, не только у Украины. Давайте к чату. Вопрос, что выберет сам Зеленский, жизнь или гидность? У него выбора нет уже. Для него и жизнь, и гидность это тождественные. Повторюсь, я думаю, он свои сделки заключил давно. Просто он не хочет в одиночку этим правильно заниматься, а зачем? Купно, скопом. Вопрос не к нему. Сергей, согласен ли Павел с мнением, что насильственный переход церквей и имущества из УПЦ в ПЦУ – это переходной этап к полному окатоличиванию Украины по историческому примеру Галичины? Я думаю, да. Я думаю, цель такая. Особенно в контексте визита Варфоломея к Трампу, вот эта вся история. В общем, новая уния, вот это все эти вещи прикольные. Андрей, Папа Римский и его игры на Украине. И вот это место специфическое, которое прошло недавно в Ватикане, мягко говоря. И прочее. Надо же понимать то, что у Ватикана есть свой проект. Да, то есть, опять-таки, уже ссылался у вас на этот канал, если интересно. Ватикан точно такая же масонско-глобалистическая структура. Согласно его официальному документу Gaudium et Spec, это документ Второго Ватиканского собора, где он прямо говорит о том, что нужно создавать основы глобализма, новый мировой порядок ради ради перераспределения богатства. Он декларирует гуманизм, потому что человек – центр всего, скажем так, сущего, а не Бог, что весьма странно для Ватикана, конечно. И, скажем так, вот эта вся логика, то, что мы слышим там... То есть, это один из конкурирующих глобалистических проектов. То есть, это тот же уровень, о котором мы говорить у нас не получилось сегодня, ну, может быть, в следующий раз. Но вот у них, соответственно, этот проект есть, они над ним работают, и что называется, люди работают. Вот у них, а конкретно Украине, да, это одно из таких активов, которые хотят отжать. Да, нормально. Ну, там же какая история произошла? Вот этот странный визит принца Гарри. Очень странный. Угу. Приехал там Борщ, Майдан... Потом... И это конкурирующие. Слушайте, Александр, давайте так. Смотрите, так он перед этим был в Ватикане. И он же вроде как от престола... Обмениваются... Но они обмениваются, как понимаете, у них... Конечно, отлучен. Это называется переговоры. Скажем так, от одних глобалистов другим глобалистам сверять часы, договорятся, не договорятся. То есть, у принца там, скажем так, есть британский проект мировой федерации, есть британский же проект мировой социалистической федерации, есть британский проект уже чистой коммунистической, скажем так, мироустройства, есть ватиканский проект глобального человечества. Короче, есть разные версии приветственных комитетов Антихриста, и все они конкурируют между собой. Поэтому, что удивляться? Сопротивление белых христиан в Великобритании обречено, спрашивает Андрей. Если они не поймут, где находится их настоящий враг и почему с ними это происходит, то да, конечно. Да, друзья, всем большое спасибо. 19:29 сейчас. Павел, я очень благодарен вам за то, что нашли время и поделились своими мыслями. Друзья, подпишитесь на Павла Щелина, поставьте лайк этому видео, напишите свой хороший, добрый комментарий. Как видите, очень много тем мы не зацепили, тем интереснее будет наша следующая встреча. Берегите себя и друг друга. Добра